Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Сегодня, наконец-таки, я вернулся на YouTube, давно меня не было. Сегодня мы с каналом Маршруты путешествуем по Крыму. И сегодня отправимся в Красные пещеры, самую длинную пещеру Крыма. Я сейчас нахожусь на ЖД вокзале Симферополя. Приехал сюда я из Судака. На автобусе добирался. В общем, жду ребят, сейчас они меня подберут, и мы отправимся в эти пещеры. Ну и, собственно говорю, я впервые там побываю, покажу вам. Не знаю, как там будет сегодня. В общем, погнали. Привет, народ! И начнем. Да. Каждое путешествие Саши у нас начинается со встречи на вокзале или где-нибудь у дороги мы его встречаем, потому что Саша ездит на троллейбусах и автобусах по Крыму. И Все это, верно. конечно, особая какая-то вот, мне супер кажется, какой-то особый опыт. Я бы, наверное, так не смог, скажу честно. Хорошо, так, теперь объясним для наших. С Сашей мы встретились гораздо раньше, ровно потому, что он путешествует по Крыму на автобусах и троллейбусах. И, как правило, когда вместе снимаемся, мы встречаемся либо на вокзалах, либо где-то у дороги, где удобно пересечься, да? Вот, в этом Саша молодец. Но продолжаем мы вместе с Волна Мобайл путешествовать по Крыму, замеряем скорость мобильного интернета. Раз мы сегодня на вокзале, наше утро начинается здесь, и проверим скорость мобильного интернета. Загружаем спид-тест. Волна подключается, захват экрана идет. Вот у нас идет. Ого! Как домашний летает интернет. Так, там? 19, 20, уже 20. Видно тебе, да? Да. Не отражает? Отражает, но оно Так, видно. 20,7 мегабит в секунду на скачивание и на загрузку. На загрузку. И на загрузку 35 мегабит в секунду. Ну, это очень... Это самый большой результат, который был и в городах. Да. То есть здесь как бы... Симферополь. В Симферополе, да, все хорошо с мобильным интернетом. И мы готовы дальше путешествовать. Погнали. Красные пещеры. Пещеры Крыма нас сегодня ждут. Мы прибыли до парка Викинг. Именно здесь мы оставим свою машину. Отсюда уже будем подниматься к пещере пешком. Парк Викинг, к сожалению, сейчас закрыт. Откроется, как я понимаю, на Масленицу. Поэтому сейчас сюда до Масленицы смысла ехать нет. Но снимают пока вон подводку ребята. Здесь особо ничего интересного, друзья, пока нет. Поэтому ждем, пока будем подниматься до пещеры. Здесь, как видим, снег. Погода сегодня не из лучших. Пасмурная, снег тает. Вот такая слякоть. Боюсь представить, какая будет дорога до самой пещеры. Движемся мы по вот такой дороге, которая проходит в такой лесной зоне. И самое интересное, справа, видите, течет такая, можно сказать, полноводная река. Называется она Су-Учхан. Здесь должен еще где-то быть водопад. Надеюсь, сегодня мы на него тоже попадем, чтобы показать вам, какие бывают водопады в Крыму. Ну, смотрите, сейчас снега тают, идут дожди. Вода, конечно, здесь, уровень воды поднялся. Видите, горная река. Красота. Кстати, если бежит со стороны Симферополя, в той стороне находится Симферополь. И тут вот гора находится. А куда она убегает, я даже не знаю. Там Ялта должна быть, либо Большой каньон куда-то в ту сторону. Ну, как-то так. Мы идем дальше. Официальное название пещеры Кизил-Каба. Поэтому на маршрутных таблицах будет именно это название. Ориентируйтесь по нему. В простонародье она названа Красная пещера. Почему ее так назвали, узнаете чуть позже. Так, 1,6 километров, 40 минут. Нам еще идти столько, что ли, я не пойму. Что-то долго. Вы здесь, по координатам можно пробить, где мы. Пешеходный маршрут. Ну ладно, идем. Мне казалось, что совсем недалеко. Ну и, в принципе, мы, наверное, уже пришли, потому что я вижу, вот перед нами впереди скала. И, скорее всего, именно там будет начинаться наша пещера, куда мы движемся. Мы дождемся Клементия. Мы дождемся, когда он станет на место. Клементин, отлично. Слушайте, я, наверное, не совру, если скажу, что пока в нашем рейтинге самых труднодоступных пещер Красная — это самая крутая по подъему. И осталось совсем чуть-чуть, вы уже видите, благоустроенная лестница.
Вот, но подъем сюда это не самое легкое занятие, надо сказать. Мы были в рамках проекта еще не во всех, конечно, пещерах. Но Красная пока это первое место по сложности. Мы добрались до Красных пещер. Последний подъем был по вот такой лестнице. Очень удобный, кстати. Ну и все, вот он, вход в Красную пещеру. Вход сюда платный. Сейчас узнаем, какие здесь цены для взрослых, для детей. Ну и пока ждем нашего экскурсовода, который, собственно говоря, и пойдет с нами. Наверху стоит какая-то солнечная панель, солнечные батареи, скорее всего, для того, чтобы был свет в пещере. Так, вот цены. Взрослые 600 рублей, дети с 7 до 14 лет 300 рублей. Экскурсионное обслуживание Extreme Tour. Есть какой-то Extreme Tour за 6000 рублей. Но это мы уже пойдем летом, когда там нужно будет проплывать, друзья, в некоторых местах. Так, слушай, что радует, мы, конечно, уже в горах, но связь здесь есть. Представляете? Волна здесь работает. Вот, в чем прикольно, еще про тариф мы когда-то об этом рассказывали, но мало ли это тоже будет кому-то полезно, кто выпуск сейчас смотрит, да, у волны, вот, по крайней мере, на моем тарифе море общения, мессенджеры, соцсети, они безлимитные, то есть ими пользоваться можно без ограничений, вот как для блогеров и тревелщиков, мне кажется, это вообще очень крутое предложение. Очень удобно, да. Слушай, а мы наконец-то поднялись, мы у Красных пещер. Мы находимся у входа в Красную пещеру. Уже вот здесь видно, что она действительно будет красной. Посмотрите на эту скалу, на такого оттенка. Но видно, что здесь выделяются, друзья, какие-то оксиды железа. И за счет этого она приобрела такой цвет. Ну, как-то так. Сейчас будем заходить. Здравствуйте. Здрасте. Мы добрались, долгий путь, но он, видимо, того стоит. Однозначно. Да, все, хорошо, Конечно. тогда идем. Вот он вход в пещеру, в Красную пещеру. Пойдем. Вперед. Так, это что у нас есть? Мы с вами в первом зале пещеры Кизилкаба, то есть красный в переводе с тюркского. И здесь находится реконструкция древнего святилища, которое принадлежало кизилкабинцам. Собственно говоря, и культура кизилкабинская, она названа от названия пещеры. А святилище здесь находилось в 7-6 веке до нашей эры. В те времена здесь обитали люди, и их останки святилища были найдены здесь, в пещере. Но так как святилище очень плохо сохранилось, здесь в первом зале вы видите реконструкцию. То есть это не настоящее, но похоже на то, что здесь было. Люди верили, что в пещерах обитают злые духи, так как здесь темно, холодно и страшно. Вот. И поэтому в пещеру люди вообще далеко вглубь не заходили, и при входовой части они совершали ритуалы для того, чтобы боги благосклонно к ним относились. Это Открыточный музей. наша звезда, сталагмит хорошо узнаваемый, гном или гриб его называют. А сейчас вот видно как раз, да, вода на него капает, и понятно, как он образуется, то есть капающей водой. Капельки воды, они содержат в себе микрочастицы растворенного известняка или кальцита, колечки которого остаются на голове гнома, и так он постепенно, потихонечку и растет. Так, собственно говоря, и образуются все сталактиты и сталагмиты. Протяженность вообще всей пещеры на данный момент около 26 километров. Ну и протяженность может увеличиться, потому что пещера не до конца изучена, и спелеологи продолжают исследования. Но оборудованный маршрут, по которому мы сейчас гуляем, который доступен для всех желающих, это всего 500 метров. А как долго ученые изучают пещеру? Ой, ну вообще исследования... Вот эти 26 километров, за сколько их открыли? Ну, исследования начались в 20 веке, наверное, а может даже и в 19, то есть как бы Красная пещера вообще очень древняя, ей 2,5 миллиона лет, и если можно сказать, что кизилкабинцы начали ее исследовать, то есть первооткрыватель неизвестен ее. Я понял, да. Но именно вот современный человек ее изучает там с конца 19-го, начала 20 века, правильно? То есть примерно с этого момента, Ну, вот 26 километров этих путей, туннелей, это известно. С начала 20-го, наверное.
Начало 20-го, да? Можно так. Первые зарисовки были в 1803 году. Брошюрки даже в начале 19-го. только входа. Это в начале вот, да, да. 19-го. Ну, местные, я думаю, в любом случае знают. Я про А ученый мир, более, который вот ну, именно это прям научные изучает ее. публикации там уже начались, да, наверное, более серьезные в 20 веке. Про сезонность говорили, Да. что летом все приходят, когда в основном на экскурсии, вот этого озера здесь нету. То есть это сейчас из-за того, что воды много, снег тает. То есть путешествовать. А. Ну и вот тут, видите, да, мостки такие еще стоят. Да, то есть я вижу, то здесь можно затопить, и как То раз есть, по этому да, мостику можно да, пройти. летом Да? бывает так, что уровень поднимается, и вот тут как раз таки все затоплено, течет река, и экскурсии проходят вот по этому мостику. Заход сюда. Да. В общем, одно из преимуществ путешествий в Красную пещеру в межсезонье. Здесь очень много воды, и такой летом вы ее можете и не увидеть. А вот зимой, да, пожалуйста. Идем с вами по пещере. Я здесь впервые. Посмотрите, как здесь. Отдалился от нашей группы. Но честно скажу, мне прям очень нравится. Это самая протяженная пещера Крыма. Она достигает длины 26 километров. Представляете себе? Но для туристов доступно всего лишь 500 метров. Есть экстрим-тур. Он на 6 километров всего. Собственно говоря, красные пещеры-то назвали из-за того, что да, вот мы идем, везде, в принципе, можно видеть красноватый цвет и потолков, и стен известняка. И этот красноватый цвет придает окиси железа в нем содержащиеся. Поэтому... Само название Красная пещера, это с какого века, с какого времени оно уже вот с людьми? Так как начали, как она была известна, так и красная. То есть другого как бы и не было, да? То есть оно названия не было, да. всегда Так была была Красная красная. пещера. Друзья, мы сейчас находимся в Красной пещере. Это подземная река. Посмотрите, насколько сейчас здесь много воды. Первый раз вижу такую подземную реку в пещере. Смотрите. Просто нереально. Я бы искупался, если бы можно было бы. Да. Волосы, Стой здесь. глаз, Глеб, нос. посвети на них. Да, слушай, да, точно, нос, усы, вот это, да, все видно. И с хозяином пещеры связано поверье, что если хозяин вдруг плачет, то ни в коем случае нельзя идти в пещеру дальше, потому что случится паводок. И на самом деле действительно хозяин предупреждает об опасности. Ух ты, это интересно сейчас. Ну, сейчас вроде не плачет. Да. Нормально, идем. Но если как услышите, быстро? что громко шумит река, значит надо Очень срочно быстро бежать. уходи, да? А Потому сколько что времени вода вот как раз? поднимается Да. очень быстро. Это вот насколько, вот за сколько ее затопит здесь? За 2 часа можно выйти. За 2 часа Потому что подъем. она разгоняется с гор, над нами 200 метров породы. Скорость, Разгоняется, затапливается первый этаж, но уже начинаем слышать, вода пузырится, начинает воздух выдавливать под низу, надо бежать. Но если не успели выбежать на первый этаж, там проходы были, где написано Стаховский, туда. Через второй, третий этаж, да, можно. Перед дном Через еще третий. пустота, где надписи. Тоже туда надо быстро бежать. Вот мышки. Вот это, друзья, красота, посмотрите. Подземная река. Она, кстати, питает Симферопольское водохранилище. Здесь просто невероятно. Рекомендую вам посетить эту пещеру. Ощущение великолепное. Смотрите, даже водопад уже какой-то есть небольшой в самой пещере. Ну, друзья, я впечатлен, что я могу сказать. Это невероятно. Вот летом, конечно, не так, воды здесь летом поменьше, поэтому рекомендуется приезжать либо весной, ну, конечно, лучше весной, когда тает снег, когда идет дождь, после дождика сюда. Ну, смотрите, бывает паводки, пещеру затапливает. Но сейчас вот прям идеальное время, идеальное место здесь,
чтобы пройтись, посмотреть, полюбоваться пещерой во всей ее красе. Ну, конечно, у нас ограниченная тут возможность, мы не можем все 26 километров пройти, к сожалению. Но, возможно, когда-нибудь я, если меня возьмут как спелеологи, это сделаю. О, вот это красота, друзья. Я бы хотел туда нырнуть, что я вам скажу, в эту ледяную водицу. Посмотрите наверх. Какие здесь красоты. Честно, тут прям дух захватывает. Это фантастика. Еще подсветку сделали такую крутую. Протяженность самой реки подземной, именно под землей, 13 километров. Представляете? 13 километров вода вот так бежит. Мы сейчас идем по оборудованной части пещеры, конечно. Есть и необорудованная. Вот там опасно ходить. Красные пещеры в Крыму – это целая система нескольких связанных между собой пещер, имеющих отдельные выходы на поверхность. Они потрясают своими громадными размерами, причудливыми формами и совершенно неземной фантастической красотой. Побывав здесь хотя бы раз, вы никогда не забудете этот удивительный другой мир. Красные пещеры – это крупнейший в Крыму комплекс частично обводненных пещер, расположенный в окрестностях Симферополя, в отрогах Долгоруковской Яйлы. Красная пещера представляет собой 26-километровую полость с перепадом высот 275 метров. Такие размеры объясняются тем, что расположена Кизилкаба сразу в 6 ярусах. Протяженность залов около 70 метров. Наибольшая высота свода зафиксирована в зале Голубой капели – 145 метров. Залы у входа в пещеры использовались для жертвоприношений еще в бронзовом веке. В середине века здесь хранили вино. В течение 19-20 веков в Красные пещеры заходили лишь археологи, а в конце 20 века комплекс оборудовали для туристов. Первые 500 метров доступны посетителям без подготовки. Путешествие по обводненной части Кизилкабы требует специального снаряжения. Кизилкаба переводится с крымско-татарского как «Красная пещера». Среди туристов такое название стало более популярным, поэтому Красная пещера является более узнаваемой. Как уже можно догадаться, стены пещеры имеют рыжевато-красную окраску, что объясняет наличие оксида железа в составе образующих ее пород. По дну протекает подземная речка Кизилкабинка, на выходе из Красной пещеры образующая живописный водопад Су-Учхан. Фактически Кизилкаба образуется несколькими отдельными входами, носящими названия Ромашка, Темная пещера и Ветреная пещера. В пещере находится много причудливых натеков и образований. Среди самых интересных и известных мест Красной пещеры это сталагмит Плачущий гном, Хозяин пещеры и Пизанская башня. Все они расположены в основном экскурсионном маршруте. Хозяин пещеры выполняет также роль синоптика. Если по нему начинает струиться вода, то вскоре в пещере будет паводок, поэтому все группы срочно выводятся на поверхность. Самые древние находки, обнаруженные поблизости от системы пещер, относятся к эпохам палеолита и бронзы. В начале 20 века в ближайшем к выходу зале было открыто святилище. Это позволило открыть кизилкабинскую археологическую культуру. Во время основной части экскурсии можно познакомиться с находками, рассказывающими о быте людей, проживающих в то время. В 3-4 веках нашей эры близлежащие земли заселены скифами, которые хранили вино в подземных залах. Дальнейшие находки связаны с деятельностью людей, связаны с 12-13 веками. Тайник с предметами уздечного набора и оружием, а также фрагменты стрел времен Золотой Орды найдены здесь в разное время. В Средневековье подземные залы использовались для добычи глины, необходимой в производстве трубок для курения. Эта информация находится в трудах знаменитого историка Кандараки. В 1990 году настал новый период использования пещеры. Местная организация оборудовала часть территории под землей для туристических экскурсий. Его сотрудники проводят постоянные мероприятия по облагораживанию территории. Как же добраться до этой пещеры? Она находится в окрестностях села Перевальное Симферопольского района. До села можно добраться из Симферополя маршрутным такси, который отправляется примерно каждые 20 минут ЖД вокзала, либо троллейбусом номер 21 или номер 51 Симферополь-Алушта. Остановка Перевальная 2. Со стороны Алушты также можно доехать троллейбусом номер 51 или номер 52. Рейсовые автобусы, идущие на Симферополь, могут не остановиться, поэтому спрашивайте сразу у водителя. От остановки идет асфальтированная дорога до стоянки, которая находится возле киноразвлекательного комплекса «Викинг». Ну что, друзья, вот мы посетили с вами Красную пещеру. На улице уже начался дождь. Что могу сказать, я здесь был впервые. Мне безумно понравилось. Наверное, одна из лучших пещер, в которых я побывал. Однозначно рекомендую здесь
здесь побывать, но больше всего меня впечатлила вот эта подземная река. Она такая полноводная сегодня была. В общем, будете в Крыму, красные пещеры, 100% к посещению. Это просто невероятно. Прямо возле пещеры, точнее под ее входом, есть, друзья, водопад. К нему оборудована вот такая тропа, все сделано, видите, из дерева, все экологически чисто и смотрится довольно-таки неплохо. Мы сейчас спустимся к водопаду, посмотрим его. Вы в ролике видели подземную горную реку. Она такая сегодня полноводная была. Честно, меня она безумно впечатлила. И сейчас мы посмотрим, как эта подземная горная река превращается в полноводный крымский водопад под названием Су-Учхан. Не знаю, слышали вы про такое или нет. Я в этих местах впервые и сейчас вам тоже продемонстрирую этот водопад, насколько в нем много воды. А после мы запустим квадрокоптер и посмотрим на это с высоты птичьего полета. Видите, какая тропинка идет? И открываются вот такие виды. Конечно, сюда нужно приезжать, наверное, весной, когда зацветут подснежники, разные первоцветы, когда деревья начнут зеленеть, тогда, конечно, здесь будет красивее. Но на данный момент, видите, деревья стоят такие голые, замерзшие, без листьев еще. Но зато еще есть снежок. Все-таки февраль у нас на дворе. Но температура воздуха сегодня плюс 13 градусов, если не ошибаюсь. 10-13 градусов, друзья. Тепло, но снег, видите, везде растаял. Только там, где натоптанный, тут уже образовался лед. Он пока еще держится. Смотрите, какие встречаются в Ботином горные образования. Тоже какие-то овраги, гроты. Все это мы с вами проходим. Вот там наверху, чуть дальше, вход в пещеру был. Водопад прям совсем рядом. Я надеюсь, что весной в нем также будет много воды. Я хочу сюда приехать весной и пройтись по пещере, по этой. Чуть дальше, возможно, там есть экскурсия, называется Экстрим. Она стоит 6000 рублей, но там нужно нырять под воду будет. Вот тогда действительно у нас будет Экстрим, экстремальный ролик. Я хочу это попробовать с вами. Так, ну мы уже приближаемся, слышен шум воды. Почти как на Учансу, я вам скажу. Водопад сегодня по-настоящему ожил. Он такой бурный, такой полноводный. Посмотрите, вот он. Да-да-да-да. И он тут тоже такой достаточно высокий. Сейчас подойдем максимально близко. Купаться в таких водопадах, друзья, опасно, потому что когда идет вода, она с собой несет разные камни. Поэтому камень на голову может спокойно упасть и убить. Поэтому во время вот такого полноводия лучше не купайтесь в водопадах. Так бы мы с вами занырнули. Тут еще такая красивая скала. Посмотри, как по ней плетет этот вечно зеленый плющ. Ну, это невероятно. Я хочу прям на вот тот камень попасть. Нет, там, друзья, стану мокрым, не смогу, наверное. И, кстати, посмотрите, как здесь все продумали. Здесь везде проложили вот такие мостики прямо над водой, над этой. Вот это класс, обязательно. Мне даже нравится больше, чем у Чансу, честно вам скажу. Может, такие ощущения из-за того, что я здесь впервые, не знаю, но действительно мне больше нравится этот водопад. Здесь какая-то местность такая, не знаю, как объяснить, живописная. Друзья, подхожу максимально близко к водопаду. Сейчас есть промозгу. Смотрите. Конечно, как будто под каким-то дождем стоит. Это невероятно. Я уже весь промок, все уходит. Штаны мокрые, мне еще убираться отсюда. Это действительно очень и очень круто. Вот этот водопад, наверное, больше всех нравится. Еще есть Джурджур, он тоже такой симпатичный, но этот, не знаю, возможно из-за того, что я здесь впервые, у меня вот такие ощущения. Он действительно такой полноводный, такой буйный. Это класс. Так, сейчас вам еще поближе вот так покажу. Смотрите, как сверху срывается вода. Просто тонны воды летят вниз. Это все выходит из Красной пещеры. Красных пещер. Это невероятно. Вот это поливает, так поливает.
Ну что я могу сказать, друзья? Судя по такому количеству воды, вода в Крыму будет этим летом, потому что водохранилище наполнится, Симферопольское наполнилось уже. Я вам скоро его тоже покажу, насколько сильно оно наполнилось. Покажу старые кадры и новые. Смотрите, прям вода выплескивается оттуда. Я могу на это вечно смотреть. Не знаю, как вы, но это неповторимо. Так как мы на самом экстремальном канале Крыма, я решил подняться максимально куда можно. Знаю, что я сейчас буду просто весь мокрый, но а что поделать? Я здесь впервые, поэтому давайте. Ой-ой-ой, нужно быстро перебежать туда. Главное не поскользнуться, не упасть в водопад. Готовы? 3, 2, 1. Мы почти добрались. Сейчас зайдем на самый его верх. Здесь очень много. Это просто нереально. Я уже весь мокрый. Как будто я искупался под этим водопадом. Ребят. Как-то так, вещей, что переодеться у меня нет. Буду, надеюсь, не заболею пока.
получил заряд таких эмоций от водопада. Никогда такого не получал. Ни на Учансу, ни на Джурджуре. Вот здесь мне так понравилось. Вот эти камни, вот этот зеленый плющ, который их обивает. Это просто невероятно. И этот напор воды. Чувствуете, что мы где-то вообще не в Крыму. Это кайф. Про этот водопад вообще мало видеороликов. Я про него вообще практически никогда не слышал. Но сегодня я здесь показал его вам. Надеюсь, вам это было интересно. Это топ. Ну что, будем с вами прощаться. Надеюсь, ролик вам понравился. Обязательно поддержите его большим пальцем вверх. Напишите свой комментарий. Обязательно подпишитесь на канал, если вдруг не подписаны. Ну, что могу сказать? Здесь все самые крутые видеоролики о Крыме. Ну а с вами был я, Александр Николенко. Встретимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Всем пока!